Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Около Канады, и с вами, как всегда, я, Ирина Пашинская. И сегодня в этом прекрасном видео я бы хотела с вами поделиться теми ошибками, которые я, к сожалению, сама на своей шкуре прожила в Канаде, и которые я хотела бы осветить, потому что, возможно, это поможет вам избежать этих ошибок. Ну а вам огромное, как всегда, спасибо за то, что вы со мной здесь, на этом канале. Я вас обожаю, я читаю ваши комментарии, я смеюсь с ваших комментариев, потому что вы классные, вы люди, которые действительно поддерживают меня и мотивируют меня, и круто, что есть такая вот возможность у нас в нашем мире даже издалека общаться с людьми, моей прекрасной аудиторией. Ну что ж, ребятки, дорогие друзья, я буду очень благодарна, если поддержите это видео лайком, если вы оставите комментарий. Наверняка вы знаете, как важно для человека, который снимает контент, это поддержка, ну и, возможно, это видео поможет кому-то, кто планирует приезжать в Канаду. Давайте начнем с самого такого важного аспекта и самой такой неприятной ошибки, которая получается избежать немногим, а именно это само использование английского языка. И вы знаете, вот моей ошибкой, наверное, было немного, я ее в каком-то момент определила, поняла и избежала после того, как обнаружила ее. И это именно ошибка в использовании английского языка. То есть я боялась использовать английский язык, всегда использовала эти возможности для общения с людьми и просто потому что стеснялась, было мне как-то вот неловко. И я считаю, что это огромная ошибка, потому что ты просто берешь время взаймы и ждешь, когда в какой-то момент ты перестанешь стесняться и начнешь разговаривать. И этот момент может не наставать. Люди разочаровываются, думают, что я не способна, у меня ничего не получается, и уезжают. Поэтому так важно запихнуть вот это вот «я не умею», «я не могу», «я боюсь» так далеко и так глубоко, чтобы этого просто не видеть. Ребятки, это очень важно — стараться разговаривать, говорить. И даже то изучение языка, которое вы могли бы раньше изучать до этого момента приезда в другую новую страну, оно не так важно, как этот аспект именно попытки свободного разговора, и именно открытости и к изучению, и отбрасывание вот стеснения и какого-то, вот знаете, чувства собственной важности, что обо мне подумают и так далее. Неважно. Вы как танк прите, учитесь, говорите как можете, пусть там будут ошибки, пусть там будут непонятные слова, это совершенно не имеет никакого значения. Учитесь и наслаждайтесь этим учением, и, конечно же, потом, когда вот я спустя 2 года делала и до сих пор делаю кучу ошибок, разговариваю иногда как какая-то помятая, я не знаю, ящерица, но все нормально, то есть я понимаю, люди меня понимают, иногда не смеются, но я отношусь к этому просто. И вот я просто вот советую вот первую ошибку такую: проще относиться к таким моментам, и у вас все прекрасно получится. Следующая ошибка очень индивидуальная, но она может встретиться у иммигрантов. И эта ошибка касается выбора жилья. Вы знаете, многие люди приезжают и сразу снимают какое-то очень-очень дорогое жилье. Либо же снимают сильно-сильно хреновое жилье. И это вот были как раз те люди и мы. Наша семья сняла очень хреновое жилье, и я 2 года прожила в ужасной квартире, которая вносила в мою жизнь один какой-то, вы знаете, разочарование, грусть, потому что там не было солнечного света, то есть здесь часто бывают бейсменты. Я часто слышу от людей, что они из-за этого депрессуют, уезжают из Канады там и кричат потом: фу, в этих Канадах жить в подвалах и работать на уборщицей я не хочу. Ну, в общем, в целом, люди, которые переезжают в такие места похуже, они жалуются на это. Люди, которые переезжают в хорошие, прям классные места, которые стоят дохренища, 4 плюс тысячи долларов каждый месяц, они тоже этого не выдерживают, потому что это слишком дорого. И мой совет в этом случае — искать золотую середину по возможностям, да, а также выбирать те города, в которых есть возможность воспользоваться в которых есть возможность снять что-то не сильно дорогое. То есть получается как бы сэкономить. Конечно, тут начинается аспект: большой этот город или небольшой. Вот, например, в маленьких городах часто нечего делать или начинает быть скучно, тем более в Канаде. Вы знаете, что Канада — это такое, говорят, как, знаете, Канада — это как Америка, по типу села, ну, может, в какой-то степени. Я в Америке не была, честно говоря, я не могу говорить. Но вот как мне подсказывают люди, которые были и там, часто бывают такие отзывы. Поэтому все же вот я советую не брать сильно дорогое жилье. Ну и, конечно же, не уходить настолько вот хреновый минус, настолько вот в такое, знаете, в небытие, где у тебя хреново, вот просто ты не хочешь там жить, а приходится жить, и ты думаешь: да нахрен оно все мне нужно. Многие люди из-за этого уезжают. Поэтому такую ошибку лучше не совершать. Следующая ошибка — это игнорирование локального опыта работы, а именно, ребятки, многие приезжают в надежде на то, что вот я там врач,
врач, я сейчас поеду там, всех разорву, открою свой бизнес, свой кабинет и буду жить счастливо и вообще не париться. Но, к сожалению или к счастью, так здесь не работает, здесь ценится канадский опыт, и это не касается даже, ну, таких серьезных вот работ, как врачей, это даже может касаться больше и других работ, это даже может быть инженеры, кто угодно. То есть, ну, настолько иногда доходит до абсурда, что вроде даже какие-то там самые простые работы, типа как уборщики, да, и там тоже нужна канадская лицензия по уборке, а также канадское образование типа колледжа. Я об этом слышала, я в этом не уверена, поэтому я говорить на 100% не могу, но все же стоит сначала поинтересоваться, посмотреть. У меня все получилось достаточно хорошо, потому что я фотограф, и я работаю на данный момент на себя. Я не знаю, как будет в будущем, какие у меня будут возможности, и как я из этого всего буду выруливать. Это жизнь, мы ее принимаем такой, какая она есть, и пытаемся выруливать на максимум, имея то, что у нас есть. Вот. И важно тоже это уметь понимать и относиться к жизни попроще. Вот. Поэтому, ребятки, да, смотрите заранее, но не бойтесь ни в коем случае. То есть вот эти все ограничения, типа, тебя там ничего не ждет, кроме какой-то жуткой работы, это неправда. То есть все зависит лично от нас, дорогие друзья. Но все реально зависит от нас. Вот что ты хочешь, как ты себе запланируешь, как ты будешь идти к этой цели, мечтать, стараться, исполнять какие-то, достигать каких-то высот. Вот так вот оно у тебя и будет. Поэтому кто-то ставит какие-то ограничения себе, и когда люди это транслируют на нас, то это получается, они просто показывают нам свои ограничения в своей голове. Поэтому мы это отбрасываем и идем жить свою жизнь и пытаться делать то, что нам нравится. Иногда получается, иногда нет. Мы это принимаем и живем дальше. Думаю, что вот такое отношение к жизни помогает в эмиграции справиться с трудностями. Следующая ошибка, дорогие друзья, это лично моя проблема, это мало общения с людьми. Но я, честно говоря, такой человек, который тяжело находит знакомых, а тем более мне очень важно именно вот это качественное общение. Не просто траля-ля, погнали, пожаловались на свою жизнь и разошлись, поделившись негативными эмоциями. Я такой человек, что ищет качественного общения, глубокого общения даже несколько философского, но не у каждого так получается, но я знаю, что вот из-за такой моей проблемы и особенности, из-за того, что я не могу находить в каждом собеседнике своего друга, то я немножко чувствую себя одинокой. На меня это не сильно влияет, совсем немножко, но я знаю, что многим людям нужна эта поддержка, особенно в эмиграции, поэтому важно все-таки находить этот круг своего общения и наслаждаться этим общением среди своих же, так сказать, соратников, да, или просто эмигрантов, тех же, которые приехали сюда и ищут новую жизнь в поисках новых прекрасных возможностей. Поэтому не совершайте эти ошибки, ходите, дружите, общайтесь. То есть каждый человек по-своему особенный, да, и я понимаю, что кто-то бывает и больше экстравертом, кто-то интровертом, меланхоликом и так далее. То есть это все наши особенности. Но если у вас есть такие душевные порывы и возможности и желание общения, то очень-очень советую вам побольше общаться с разными людьми, и не только с нашими, то есть не только с украинцами, а также еще с канадцами, да, или просто вообще другими комьюнити, которые здесь есть. Давайте перейдем к самой моей главной ошибке, которую я считаю, что я должна была избежать, потому что это моя вторая эмиграция, и вроде бы, когда ты уже эмигрируешь второй раз, меняешь свое место, ты понимаешь, что любые ожидания, они заканчиваются чаще всего, в большинстве случаев ожидания заканчиваются разочарованием. И я должна была это предугадать, но почему-то не сложилось у меня на тот момент жизни. И вот эта вот ошибка, завышенные ожидания от места, куда ты едешь, это огромная проблема. Я думаю, что у многих из нас, эмигрантов или просто у людей, которые куда-то переезжали, да, у нас были вот эти ожидания, типа, сейчас я приеду, и все будет вот так, и никак по-другому. Или просто хотя бы ты это держишь в мозгах, а потом приезжаешь и не понимаешь, что пошло не так, мне что-то здесь не нравится. А что? Потому что ты ожидал чего-то другого, а получается, по факту не так. То есть, мир не строится у нас в голове, он только в нашем представлении такой, какой мы думаем, да. На самом деле мы просто должны его видеть и принимать таким, какой он и есть. Поэтому вот эта вот проблема завышенных ожиданий, я не знаю, я думаю, что она решается вот в перспективе 2 эмиграций, какого-то накопленного опыта. Я предполагаю,
то оно решается, наверное, больше знаниями. То есть, если ты накопишь эти знания, начнешь изучать все, вот всю информацию возможную, даже, возможно, найдешь какого-то человека, который живет уже тут, да, и начнешь с ним общаться, то есть вести какой-то диалог, больше спрашивать, интересоваться, то, скорее всего, вот эта вот проблема ожиданий, она, ну, хоть немножко притупится, потому что это была моя ошибка. Про Польшу я тогда не сильно много могла узнать, у меня тоже были какие-то разочарования. Про Канаду почему-то вот у меня тогда не было таких вот желаний узнавать, и это была большая ошибка, и я оказалась во многих аспектах разочарована. Но, как видите, не во всем, поэтому я продолжаю здесь жить и наслаждаюсь прекрасным канадским ветром и холодком скоро, который будет. Ну, так что, ребятки, вот такие вот ошибки, которые я могла выделить сегодня, это топ-5 ошибок, мне кажется, которые совершают люди в эмиграции, которые мне пришлось пережить. Я бы вам под конец хотела подчеркнуть и сказать, что любая ошибка — это не конец света, это новая возможность. То есть важно относиться к жизни и к таким вот, можно даже сказать, задачам, да, мы не будем говорить о них как проблемы, потому что это сразу в негативном ключе как-то воспринимается, это задачи, да, которые мы решаем. И вот эти вот ошибки, которые мы совершаем, это то, что дает нам возможность посмотреть на себя со стороны. Если бы их не было, то тогда бы мы не задумывались о том, что что-то идет не так. То есть это наша возможность чему-то научиться и перейти на новую ступень. Поэтому, ребятки, не бойтесь совершать этих ошибок, но я все-таки считаю, что классно иметь возможность послушать от кого-то отзыв, ну и, конечно же, вынести для себя какие-то ключевые моменты, которые потом в будущем могут тебе помочь. Поэтому я всегда стараюсь слушать людей, которые мудрее меня, там, старше меня и так далее. И я считаю, что очень важно все-таки перед тем, как какое-либо действие сделать, набраться, ну, хоть какого-то минимального опыта и просто послушать тех, кто больше, возможно, знает, да, и может поделиться всякими интересными и важными штуками. Так что я для этого снимаю в целом это видео. Я не скажу, что прям я старше и мудрее, но у меня есть какой-то накопленный опыт. Вот. Спасибо вам, ребятки, что посмотрели это видео. Я была так счастлива с вами сегодня пройтись, поболтать. Мне аж как от души отлегло, что я смогла эти какие-то знания свои передать. Надеюсь, что кому-то будет полезно. Пожалуйста, напишите ваши комментарии, оставляйте ваши сердечки. Я буду вам очень благодарна. Я вас всех очень люблю. Прекрасного вам дня, вечера или ночи. Ну и до скорых встреч. Пока.